Дорогие друзья, с вами Mosque Insider, и у нас новости для вас за март 2026 года. Я вас очень долго ждал. Поехали! Дорогие друзья, и моя первая новость. Нас уже 600 тысяч. Продолжайте ставить лайки, комментировать, рассказывать о моем канале всем своим друзьям и близким. Нас должно быть намного больше. А пока мы растем, моя вторая новость. Друзья, что вы думали? Конечно же, OpenAI проигрывает гонку, он не может конкурировать с такими компаниями, как Google, как Grok от Илона Маска, и они закрывают свой департамент Sora. Тот самый Sora, который у нас когда-то радовал очень давно. Они его, к сожалению, закрывают, они не могут угнаться за такими сервисами, как Kling, как Veo от Гугла. Ну, что поделать, у них сорвалась сделка с Диснеем. Мои только, к сожалению, я надеюсь, что OpenAI скоро откроет обратно этот департамент. Нам нужно много хорошего контента, сгенерированного искусственным интеллектом. Я надеюсь, скоро Sora вернется. Ну а пока, ребят, OpenAI, не отчаивайтесь, у вас все еще впереди. Друзья, моя следующая новость. Уже генеральные директора абсолютно не скрывают то, что они наконец-то начинают резать бюджет для программистов, для офисных работников. И следующая компания Atlassian Jira, да, то есть известный продукт Jira, который использовался многими IT-компаниями, урезает человеческий ресурс. Ребят, они не скрывают, что они тратят весь этот бюджет на токены, AI-токены. Смотрите все мои предыдущие выпуски, я это предсказывал. Эта новость, она стала публичной. Сколько компаний это делают не публично, да? Они, скорее всего, об этом сообщат чуть позже, когда у нас будет хороший результат. Да, действительно, токены могут делать намного больше, чем человек. Мы уже в этой эре. Что я могу об этом сказать? Ребят, не отчаивайтесь, начинайте использовать искусственный интеллект, подписывайтесь на мой канал, и я уверен, ваша работа, она станет более продуктивной с искусственным интеллектом. Именно используя вот эти вот токены, вы наконец-то начнете делать крутую работу, станете хорошими профессионалами, ну а самое главное, у нас появится огромное количество новых профессий. Дорогие друзья, новость от ТикТока и Инстаграма. Они наконец-то начали урезать контент, генерированный только искусственным интеллектом. Warner Bros. Уже быстро закрывает сделку и говорит о том, что все, ребята, мы ставим стену. Нам нужна стена между настоящими авторами и студиями и те, кто только генерирует с помощью искусственного интеллекта, так называемыми игрушками. Я не знаю, что у них получится. Искусственный интеллект все равно делает свою работу намного лучше, чем человек в маленьких деталях. И распознать, где человек, где искусственный интеллект, будет практически невозможно. Скорее всего, сейчас уже YouTube просит записать видео. Я записывал свое же видео YouTube, говоря о том, что я автор. Я показывал, как я нарезаю ролики, как я это все снимаю. Ребята хотят подтверждения, что это не сгенерировано искусственным интеллектом. Поэтому смотрим за новостями. Я думаю, что мы еще к этим новостям будем возвращаться ежемесячно. Ну а к ТикТоку, Инстаграму и всем остальным платформам удачи, я думаю, у них ничего не получится. Друзья, следующая новость от Claude. Что случилось? Они выпустили первую версию 4.6. И за 15 минут все сервера у нас рухнулись. У нас получился аутедж искусственного интеллекта. Первый раз в истории нам просто не хватило электричества. Ребята, эти новости буквально выходили в начале этого года, где я говорил, что электричество — это самый основной источник и проблема искусственного интеллекта. Бум! И получилось именно так. Claude наверняка запомнил этот урок надолго. Канада по каким-то причинам тоже не сумела совладать с этим выпуском Claude и была вынуждена инвестировать практически $30 миллионов в энергетику. Ребята, это крохотные суммы, там будут миллиарды. Нам нужно больше энергии, и я надеюсь, страны, которые сейчас меня смотрят,
Я думаю, что руководители некоторых стран тоже подписаны на мой канал. Ребята, бегом делать, пожалуйста, электростанции. Электричества нужно будет очень много. Дата-центров нужно будет очень много. Мы еще даже не начали обрабатывать те данные, которые поступают от роботов, которые выйдут уже буквально скоро. Поэтому это в какой-то мере и хорошая новость, и плохая. Я думаю, что в будущем вся вот эта инфраструктура, которую мы делаем для искусственного интеллекта, будет идеальной, потому что нам действительно не хватает ресурсов. Давайте их начинать строить. Дорогие друзья, а моя новость об OpenClaw. Она получила 250 тысяч звезд, но это ничего не значит для обычных людей. Все, что я могу сказать, эта технология стала очень популярной. Что это означает? Что уже 135 тысяч клонов такой технологии, как OpenClaw, вышла в сеть. Все эти технологии абсолютно небезопасны, потому что там существуют все различные хаки. Люди, программисты, устанавливают их у себя дома. Они используют это где-то в бизнесе. Таким образом, они теряют огромное количество паролей, интеллектуальной собственности, даже этого и не осознавая. Ребят, я буду выпускать огромное количество роликов на моем канале, как себя обезопасить в эру искусственного интеллекта, как правильно пользоваться теми или иными технологиями. Я не выпускаю ролики прямо сейчас, потому что это немного рано. Если вы хотите что-то действительно использовать и хотите защитить свою систему, уже сейчас используйте пока Google. Это самая надежная система, которая существует. Она не идеальна, но она самая лучшая по сравнению с Amazon либо Microsoft. Там дыра на дыре. Ребят, давайте-ка начнем думать более глубоко о том, как защитить не только свои бизнесы, но как защитить свои персональные счета, банковские счета ваших детей и всех остальных. Ребят, это хороший показатель того, как буквально в 1 секунду, буквально за 1 месяц можно расплодить огромное количество вирусов. Эти же системы, как OpenClaw, пишут вирусы. Они у вас прямо на компьютере. Они у вас смотрят ваш экран. Они прямо там копируют ваши данные и отправляют. Хуже того, им теперь не нужно и вообще что-то отправлять. Они могут прямо там совершать действия от вашего лица. Ребят, это очень опасно. Подписываемся на мой канал, смотрим как можно больше видео про безопасность. Они выйдут в скором времени. Пожалуйста, поставьте лайки, пожалуйста, оставьте ваши вопросы в комментариях, что конкретно вы хотите узнать. А я иду к моей следующей новости. Друзья, очень неоднозначная новость. В прошлом выпуске я говорил о том, что США, Пентагон, они отказались от того, что нужно использовать антропик, и попросили всех этого не использовать. И, в принципе, не использовать вообще эту систему где-то в государственных органах. Но антропик выиграл суд. Пока еще это дело, я бы сказал, на такой тоненькой ниточке. Мы не знаем, какой будет исход. Это только первые суды, первые разбирательства. Что можно сказать? Пока только одно, что мы ожидаем решения американского суда. Но это не помогает. Допустим, мы не будем использовать тот же самый Claude. Тогда мы будем использовать китайские аналоги. А китайские производители, они любят open source. Именно стратегию open source, которую они выбрали в войне США, именно по вопросу искусственного интеллекта, она очень сильно их возводит в ранг, я бы сказал, недосягаемых, да? Если в США в основном все технологии это закрытого характера, мы не знаем, как они используются, модели, как правило, не выкладываются в сеть, то китайские производители делают это, в принципе, постоянно, и модели у них очень хорошие. Я все же ставлю на Китай на ближайшее время, что Китай вырвется вперед, пока США конкретно не поменяет свою стратегию производства искусственного интеллекта. И Илон Маск был прав, когда говорил, что нельзя такую технологию, как OpenAI, держать в закрытом виде. Он же инвестировал в какой-то свободный код. Он хотел, чтобы эта технология была доступна. Я уверен, что Илон Маск в скором времени будет выкладывать и свой open source по искусственному интеллекту для систем игрок. Не уверен, когда, наверное, когда придет время, но нужно понимать, что если мы конкурируем с системами open source,
Значит, закрытые системы всегда будут эшелоном второго плана. Они будут только иметь значение тогда, когда результат, который они выдают, будет намного лучше. Если тот же самый Google Gemini будет выдавать такой же результат, как любая open source программа, то зачем использовать Google Gemini? Все будут использовать open source, устанавливать его на компьютеры и продолжать пользоваться искусственным интеллектом. Ребят, это интересная, я бы сказал, битва. Мы будем наблюдать за ней ежемесячно. Дорогие друзья, нас снова радует компания Samsung. Что она сделала? Они анонсировали новость, что теперь будут делать процессоры, внедрять эти процессоры по искусственному интеллекту в свои устройства. Ребят, именно вы будете обрабатывать данные, огромные данные, которые поступают от всех сетей у себя дома, покупая продукты от Samsung. Там же и компания Meta, скорее всего, со своей ламой, да и многие другие уже поняли, что создавать огромное количество дата-центров — это просто нерентабельно, по крайней мере, вот в это время. Они не могут конкурировать с Гуглом, они не могут конкурировать с Microsoft и Amazon. Построить свои дата-центры очень дорого, арендовать еще дороже выходит. И они решили, что зачем нам мучиться, пускай наши пользователи будут продолжать нас радовать, покупая наши продукты, будут устанавливать искусственный интеллект, будут обрабатывать данные, отправлять эти данные к нам на сервера уже в готовом виде, а мы будем их продавать за очень серьезные деньги. Я думаю, эта стратегия тоже, к сожалению, не сработает, ребята, в долгоиграющем, я бы сказал, периоде. Давайте сделаем эксперимент, посмотрим, как это получится у компании Samsung. Если эксперимент удастся, я запишу отдельный ролик и скажу, наверное, я был неправ. Но я думаю, что для обработки огромного количества данных по искусственному интеллекту нам реально нужны огромные дата-центры. Маленького телефона, компьютера, лаптопа домашнего, либо какого-то, я бы сказал таблет-устройства нам просто не хватит. На самом деле они потребляют огромное количество энергии, должны работать постоянно в отключенном режиме. Не думаю, что люди захотят тратить такое количество денег на электроэнергию, да и в принципе на новые устройства. Но следим за этой новостью. Дорогие друзья, наверняка вы слышали про мою предыдущую новость из прошлого выпуска. Если нет, пожалуйста, посмотрите. Это проблема нулевого клика. За март от той цифры, про которую я говорил в прошлом выпуске, бегом его смотреть, еще 40% нулевых кликов. Что это такое? Это беда. Компания выпустила свой продукт, она хочет, чтобы его покупали. Компании, которые занимаются программным обеспечением, все различные маркетплейсы, Google решил сделать по-другому. Он теперь официально пересказывает ваш контент. Он имеет на это право? Имеет. Но, ребят, я думаю, что проблема нулевого клика, она, в принципе, никуда не уйдет. Все переходит в искусственный интеллект. В принципе, сайты нам не нужны. Приложения тоже нам особо не нужны. Только какие-то очень важные. Но что можно здесь сказать в плюс Гуглу? Да, они создали корзины. Теперь можно очень быстро кликать и переходить. Компании потеряли трафик. Но если рассуждать честно, то люди вообще, в принципе, перестали пользоваться сайтами. Поэтому, скорее всего, я рассматриваю именно это решение Гугла как помощь с сайтом. Раз они потеряли трафик, он как-то хочет еще заработать от этих компаний на рекламе, они будут как-то взаимодействовать вместе. Таким образом, когда вы строите свой какой-то мега крутой сайт, думайте о том, что, скорее всего, туда люди уже не придут. Эту информацию прочитает искусственный интеллект, а потом перескажет кому-то. И, возможно, если он посчитает этим нужным, он даст ссылку на этот сайт. Я думаю, что и ссылки на сайты тоже скоро исчезнут, но давайте следить. Проблема нулевого клика уже началась с начала этого года, я об этом постоянно рассказываю. В принципе, создание сайтов и бизнесов, которые связаны с сайтами, уже не приносит той самой прибыли, которая была 2-3 года назад. А компания Huawei нас радует, честно говоря, очень крутой технологией, которая называется Evo Scientist. Помните, когда я рассказывал ранее, то говорил, что это безумие, создавать большое количество агентов, которые говорят друг с другом, потом они тратят токены, переговариваются, скорее всего, это переливание токенов, как правило, ответ найти верный очень тяжело, но, как и было предсказано,
Технология EVA Science делает это на уровне алгоритма, на более низком уровне. Таким образом, вы тратите меньше токенов, это происходит намного быстрее. Для чего это делается? Представьте, что у вас 10 разных докторов наук. Они все в разной области и пытаются найти некий ответ. Вот, для этого эта технология существует. Чтобы в миллисекунды, в секунды, даже в минуты они могли вместе разговаривать, обмениваться токенами информации и выдавать вам правильный ответ. У меня лично у самого написаны некоторые системы в таком обучающем характере, когда 2-3 агента вместе разговаривают. И могу сказать честно, эффективности там в принципе никакой нету. Но я точно попробую технологию EVA Scientist, потому что здесь это происходит, как я уже говорил, на низшем уровне. Где она и как применяется, смотрим мои следующие выпуски. Я вам расскажу намного больше всего интересного именно для тех ребят, которые сейчас пытаются создавать продукты на базе искусственного интеллекта. Ну, а те, кто расплодил агентов, ребят, извините, вы потеряли свои деньги. Друзья, самая интересная новость, конечно же, из Кремниевой долины. Там у нас, как всегда, происходят самые какие-то непонятные новости, но по каким-то причинам организовались так называемые бунты. Бунты против искусственного интеллекта. Я думаю, это коммерческая история для привлечения рекламы. Я думаю, это создано специально. Создали некие фонды. Там эти мультимиллионные фонды. И требуют, чтобы руководители таких, как Илон Маск, да, и всех остальных, кто изобретает искусственный интеллект, начали сажать в тюрьму, начали заводить уголовные дела, потому что их влияние на общество такое серьезное уже даже сейчас, то нужно бить в тревогу. Это, конечно, очень плохо, что такие организации могут существовать на самом деле в Америке, да, где нам бы казалось, где есть свобода слова. Делай все, что хочу, показывай результат. Если мы делаем все соответствием закона, то мы, в принципе, хороши. Но здесь именно вот такого рода организации, которые будут бегать за создателями искусственного интеллекта, роботов и пытаться их оштрафовать, потому что каким-то образом это влияет плохо на общество, мне кажется, это утопическая история. Я вам о ней сообщил, потому что таких организаций на самом деле будет все больше и больше и больше. Люди, которые пытаются на этом заработать, они уже здесь. Пожалуйста, по именам, фамилиям нужно определять вот таких вот лидеров таких организаций и точно нам поставить так называемую красную книгу и посмотреть, этот человек действительно борется за права человека, либо он просто зарабатывает деньги на очередном фонде, потому что там просто лежат какие-то суммы, и их надо как-то расходовать. К сожалению, таких фондов много по всему миру. Надеюсь, что эта новость скоро пропадет, выйдет какой-нибудь очередной закон и в США, и в других странах, которые не позволят создавать подобного рода организации. Технологии должны развиваться. Технология искусственный интеллект. Она несовершенна, она будет совершенствоваться. И она станет хорошим помощником человеку в будущем. Ну что, ребята, моя самая любимая рубрика «Мозг Инсайдер». Я буду вам рассказывать самые интересные инсайды, которые я нашел за этот месяц. Ну что, ребят, поехали! А мой первый совет – это генеральным директорам. Ребят, вы должны заморозить, в принципе, найм сотрудников, пересмотреть, как вы нанимаете сотрудников. Это касательно и программистов, и офисных работников, потому что, да, за границей разные компании уже используют такие технологии, как OpenClaw. Нужны специалисты очень высокого, я бы сказал, характера. Люди действительно профессионалы, которые знают, что они делают. Такие безумцы мы назовем, которые могут действительно сделать очень хороший продукт, качественный продукт, выявить те бреши. Таких ребят не очень много, к сожалению. Поэтому я скажу так, ребят, надо уже останавливаться, нужно уже посмотреть в технологию OpenClaw, потому что человеческий ресурс, он не безграничен. Все-таки компьютеры делают работу намного лучше. В этом году я убедился, создавая свои же технологии, что я уже лично не могу делать некоторые вещи. Я уже совершенно, ребята, не пишу код, к примеру. Я занимаюсь профессиональным вайп-кодингом. Для меня пишут код специфические агенты, специфические системы. Поэтому в эту сторону нужно уже начать смотреть, или иначе будет поздно. Следующий инсайт – это про то, что мы когда-то начинали создавать интернет, были авторы,
были у нас и газеты, и новостные порталы, но искусственный интеллект начал их очень плохо обрабатывать. Он все-таки смотрит на структуру текста, излагание этого текста, и, в принципе, хороший, талантливый автор уже не сможет конкурировать с искусственным интеллектом. Его просто статьи, наверное, будет невозможно прочитать. Искусственный интеллект не поймет. Сейчас пишут люди в основном какую-то информацию. В том числе и мы на YouTube видим огромное количество роликов, когда люди пересказывают какие-то скрипты, и они очень сильно повторяются, они очень простые в тему. Там есть определенные кейворды, которые позволяют искусственному интеллекту именно этот ролик выделить. Я этим, ребята, пока не занимаюсь. И, в принципе, я не думаю, что я буду этим заниматься, но вы должны понять, что авторам очень тяжело, потому что их ролики не просматривают, потому что, в принципе, мы хотим сделать контент уникальным, но искусственный интеллект, он не совсем понимает уникальность еще. Я думаю, эта ситуация выправится, но уже сейчас, если вы действительно пишете какие-то статьи для газет, пытаетесь сделать что-то вот авторское, искусственный интеллект просто перестанет вас показывать. К сожалению, это так. Как только эта ситуация изменится, я вам сообщу, но, скорее всего, тренд очень плачевный. Как было сообщено ранее, появятся определенные ресурсы, появятся другие порталы, сайты, где будут только живые авторы, где, скорее всего, с паспортом вы будете валидировать, доказывать, что вы сделали контент сами, именно создан человеком, а вот этот контент создан искусственным интеллектом. Очень тяжелая ситуация. Я, на самом деле, нахожусь в той же самой лодке со всеми другими авторами. Но, ребят, вот такая пока у нас новость. Пишем контент, который будет понимать искусственный интеллект. Только тогда он будет у вас показывать, тогда вы будете поднимать свою читаемость и свою узнаваемость. Мой следующий инсайт для бизнеса, ребят, поверх ваших API запросов к искусственному интеллекту вам уже нужно ставить очень серьезные фаерволы. Проблема существенная, о ней мало кто пишет. Она бы, сказал бы, такая, за закрытыми дверями. Конечно же, когда компания теряет те либо иные данные, она об этом не сообщает публично. Но я все больше и больше слышу о том, что крупные компании где-то да что-то уже потеряли. Есть такой тренд, что нужно ставить некие обработчики поверх API-запросов. Готовых продуктов пока нет. Скорее всего, это какие-то костыльные, кастомные решения мы назовем. Но уже нужно это делать. Если не хотите потерять свой бизнес в 1 секунду, то обратите на это внимание. Спросите у ваших программистов IT-отдела, как мы можем себя обезопасить от утечки данных в искусственный интеллект. Хуже того, если вы используете систему OpenClaw, чтобы кому-то это просто не попало на чужой сервер. Также мой инсайт для людей, кто занимается бизнесом, ERP-система нуждается в искусственном интеллекте. Наверное, уже все крупные компании это осознали, и они внедряют так называемые контроллеры, интеграторы в ERP-системы для обработчики данных внутри своей системы. Крупняк, скажем так, они пользуются все же закрытыми, так называемыми, источниками искусственного интеллекта. Это предоставляют там компании Azure, компания Google пока. Не могу ничего сказать про компанию Amazon, но также они еще используют open-source решения, те, которые находятся в открытом доступе. Они устанавливают закрытые сервера, нету доступа в интернет с этих серверов, и они обрабатывают там данные. Вы обязаны уже встраивать в свои ERP-системы обработчики данных на условиях так называемых искусственного интеллекта. Вы должны начать обрабатывать, структуризировать свои данные для того, чтобы дальше более продвинутые модели могли эффективнее с этими данными работать. Друзья, этот инсайт именно для тех, кто создает контент. Обязательно верните свое живое лицо. Что сейчас происходит? TikTok, YouTube, Instagram. Все будут пытаться понять, если есть в вашем контенте живое лицо. Если вы себе нагенерили аватара, в данный момент у меня не аватар, то тогда, когда он за вас говорит, это очень легко обозначить, легко понять. И ваши ролики, которые вы до этого выпускали, думали, вау, классно, у меня очень много просмотров, скорее всего, дадут вам очень негативное сальто в будущем. От вас будут отписываться, вас не будут показывать. Идет война за авторов, за таких авторов, как я, которые выпускают свой живой контент. Где-то год назад
очень много известных личностей, звезд ко мне обратились и сказали: Миш, что нужно сделать? Вот, Майк, что нужно сделать? Вот нам предлагают создать искусственный интеллект наших аватаров и выпускать наши ролики. Я им тогда точно сказал, что в какой-то момент вас начнут банить. И тогда, когда вас начнут банить, вы не хотите быть вот в этом огромном фильтре, потому что у вас имена, у вас так называемые копирайты. Поэтому я им и всегда рекомендовал продолжать делать ролики там, где они реально физически находятся сами, и не прибегать к никаким аватарам. Я надеюсь, они послушали моего совета. Вся эта информация уже откладывается на серверах крупных компаний, как YouTube. И в какой-то момент мы увидим абсолютно резкое разделение, когда люди прибегают только к искусственному интеллекту, либо там 90% искусственного интеллекта, они будут иметь просматриваемость меньше и, скорее всего, даже будут ранжироваться меньше, будут удалены с YouTube. А те, у кого живое лицо, как у меня, они получат так называемый трафик. Я надеюсь, это произойдет в скором времени, потому что действительно очень много выходит роликов. Где-то на Suno, да, где мы генерируем музыку, потом на Spotify, куда мы заходим и ее слушаем. Каждый месяц 7 миллионов новых музыкальных произведений. 7 миллионов. Эти компании сходят с ума, они не знают, что делать. И вот единственное, наверное, разделение для них — это будет физически понять, кто действительно может музыку публиковать в Spotify, кто нет, и запретит это делать другим. Поэтому оригинал — это вы, это ваше лицо, не ваш AI-аватар. Следующий инсайт для бизнеса, ребята, буквально сколько раз я уже сообщал о том, что не нужны SaaS-подписки, компании возвращаются, спрашивают, нужно, не нужно. Нет, ребят, SaaS-подписки не нужны. Начинаете писать свои сервисы с помощью искусственного интеллекта, постепенно переводя то, за что вы платили, уже к себе домой, так называемый in-house. Поэтому это короткий инсайт. Да, действительно, SaaS-сервисы уже вымерли, они неинтересны. Сколько бы они туда AI не добавляли, это все равно уже не то. Вы можете сами это написать, сами это сделать. Да, сейчас это будет такая дорогая инвестиция, но поверьте мне, через 2-3 года, когда вы будете сами модернизировать свои системы, вы будете платить за них намного меньше. Поверьте мне, что там ребята, которые используют SaaS-приложения, они также платят за токены ровно столько, сколько и вы. У них нет уникальных каких-то условий, либо дешевых токенов, ничего этого у них нет. То есть, скорее всего, они обрезают трафик. Я скажу так, плачевная история для SaaS-компаний, они все утонули. Ну а, ребята, кто в бизнесе, начинайте прямо сейчас создавать свои AI-команды и внедрять свои сервисы. То, что вы раньше где-то покупали, у вас должно быть уже создано на ваших серверах. Ну и мой самый главный инсайт, да, ребята, мы пришли к моменту, когда нужно разворачивать свои так называемые и-агенты именно на серверах. Вот именно сейчас. Месяц назад я думал, это произойдет где-то через полгода. Но нет, настолько быстро мы двигаемся. Огромное количество компаний, да, начали скупать все различные сервера, там уже огромные очереди, все хотят устанавливать так называемую инфраструктуру у себя внутри, в своих дата-центрах. Они поступают абсолютно правильно. Токены будут только дорожать. На самом деле они дорожают не из-за того, что они просто стоят дороже. Нет, они стоят так же. Вы просто больше начинаете использовать искусственный интеллект, вы больше начинаете на него полагаться, и цена у вас просто из-за того, что вы начинаете их пользовать больше, становится намного шире. Вот, допустим, для написания какого-то приложения кто-то говорил, нужно уже там 1000, 2, 3, 4 тысячи долларов. А я могу сказать, что эта цифра даже абсолютно неверная. Нужно 20 тысяч долларов для написания хорошего приложения. Лишь только потому, что начинается больше процессинга между разными агентами, нужна оптимизация. Выиграет тот, у кого круче внутренняя инфраструктура, у которой реально сделали такую называемую инфраструктуру без внедрения искусственного интеллекта извне. Не идут в Gemini, не идут в Anthropic, не идут в Grok, а у них свои системы open source. Но тут нужно понимать, что в какой-то момент Gemini выпускает крутой апдейт, и там по каким-то причинам AI 100 раз лучше. Вы не можете использовать, да, вот так называемую инфраструктуру, но для каких-то базовых задач, для каких-то вот систем, где чтобы они работали 24 часа в сутки, вам все же нужно использовать свои внутренние сервера. Мы уже здесь, компании уже скупают оборудование, мы вернулись в мир так называемого железа, дата-центров закрытых, мы уходим с облака, я могу точно сказать.
будут стоять сервера у вас прямо в офисе, как это было раньше. Ну, ребят, всему свое время, всему своя мода. Я с вами прощаюсь. Я ваш мозг, я ваш инсайдер.